Всем привет! Как всегда, с вами канал Maxi Project, и сегодня речь пойдет о том, как можно изготовить трубогиб своими руками в домашних условиях и без токарных работ. Основа нашего трубогиба будет из швеллера десятки, который предварительно можно покрасить. Далее необходимо будет изготовить центральный вал. Есть несколько способов. Для первого способа нам понадобится труба и набор подшипников. Что, куда и как лучше подходит, смотрим на картинке. Трубу распиливаем по центру и вставляем в нее подшипники. Далее свариваем разрезанный шов, а также привариваем подшипники к шпильке и свариваем все места, чтобы подшипники не вращались. Второй способ – это когда можно в трубу между шпилькой и трубой вставить арматуру и также это все сварить. Кстати, если используете 32-ю трубу, то между трубой и шпильками можно вставить гвозди, но не забываем, чем толще вал, тем лучше. Центральный вал крепим к фланцевым подшипникам, а фланцевые подшипники к профильной трубе 20 на 20. Если нет фланцевых подшипников, то тогда просто подшипники привариваем к профильной трубе 40 на 20. Далее приступаем к шпильке, которая будет прижимать наш центральный валик к изгибаемой трубе. Шпильку можно прикрепить к уголку, приварив гайки сверху и снизу к самой шпильке. Сам уголок крепим к центральному валу, как показано на видео. Направляющий, по которому будет передвигаться вал, можно сделать также из уголка. Подойдет уголок в 32 мм. Верхнюю часть, на которую будет упираться наша шпилька, делаем также из уголков. К уголкам необходимо будет приварить гайку, как показано на видео. Что касается боковых валиков, их делаем просто из подшипников. Вставляем шпильку в подшипники, затем маленькую шайбу, чтобы не прижимать направляющей шайбой подшипники, но и саму направляющую шайбу. Фиксируем это все болтами. Количество подшипников необходимо в зависимости от ширины трубы, которую планируете изгибать. Чтобы прикрепить валики к швеллеру, необходимо изготовить пластинки из металла. Проще всего их нарезать из уголка, как показано на видео. Ширину между пластинками выставляем в зависимости от диаметра шпильки. Кстати, я также много интересного выкладываю в своем телеграм-канале, поэтому буду рад, если подпишетесь. Ссылка будет в описании. Направляющий валик фиксируем между пластинками с помощью гайки. Аналогично фиксируем валик и с другой стороны. По завершению необходимо будет установить ручку для подъема и опускания валика. Ее можно изготовить из профильной трубы. Таким же методом делаем ручку для вращения валика. Ее также можно сделать из профильной трубы. Вот и все. Трубогиб готов. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч!